Существуют такие люди, рядом с которыми нам становится плохо, рядом с которыми мы начинаем чувствовать себя несчастными, жалкими, слабыми, немощными и так далее. И вроде бы непонятно, что происходит, нет никаких конфликтов, нам улыбаются, хорошие, там, добрые отношения, но нам плохо. Это как радиация, мы ее не видим, а она нас убивает. Таких людей часто называют токсичные люди. Токсичные люди – это те люди, которые отравляют по факту пространство вокруг себя, которые имеют отравленную психику, и они отравляют психику других людей. Такие токсичные люди, например, в коллективе могут отравить целую компанию, целый бизнес. Токсичные люди в окружении, среди родственников, среди друзей и знакомых могут сделать твою жизнь более несчастной, более депрессивной, возможно, даже, более подавленной, более пресной. И самое поганое, что ты даже не будешь понимать, от чего тебе становится плохо. Как вот говорил наш любимый, знаменитый Зяма Фройд, прежде чем диагностировать у себя депрессию, посмотри по сторонам, может быть, ты окружен идиотами. Поэтому давайте разберемся немножко поподробнее, что, за счет чего, за счет каких механизмов токсичные люди являются таковыми, за счет чего они делают жизнь других людей хуже. Зачем они это делают, как они это делают, почему и что с этим делать. И в конце мы соберем модель токсичного человека, чтобы у вас была возможность при необходимости стать токсичным и отравлять обстановку, психику других людей и атмосферу вокруг себя, если вам вдруг это будет нужно. Разберем топ-10 главных основных признаков, которые делают человека токсичным. Первое. Это позиция жертвы. Такой человек вечно в печали, его вечно кто-то обидел, он вечно жертва обстоятельств и каких-то превосходящих сил. Вечно с ним случилось что-то плохое, его оболгали, ему что-то не доложили, с ним обошлись несправедливо. И такое поведение должно вызвать в вас роль спасателя. Вы должны кинуться ему сразу на помощь. А если вы это не делаете, вы бесчувственный эгоист. Второй признак – обидчивость. Такие люди постоянно обижены, либо готовы, всегда готовы обидеться по поводу или без. Прям на низком старте. Любой повод, любая причина, которая может быть использована против вас, будет использована для того, чтобы по поводу этого обидеться. Если ты вдруг не прочитал его или ее мысли, почему вдруг она или он сидит с надутыми губами, обиженный на что-то, то это еще один повод обидеться. Ты должен был прочитать мысли. Это делается для того, чтобы вы чувствовали себя виноватым. Потому что виноватый будет делать все, чтобы искупить вину, будет делать то, что ему говорят. Третий признак – все всегда плохо. Абсолютно все. Со всеми, всегда, в прошлом, прямо сейчас все плохо, в будущем будет еще хуже. Если вдруг тебе пришла в голову мысль о том, что не все так уж плохо, это не катастрофа, то просто ты не все знаешь. Это делается для того, чтобы ты был постоянно в печали и в тревоге, потому что тревожным и печальным человеком проще управлять. Тревожный и печальный человек более слабый. Четвертый признак – это постоянное обвинение и критика. Все всегда как-то не так, должно быть по-другому. Ты неправильно сидишь, ты неправильно говоришь, ты неправильно моргаешь, ты слишком громко дышишь. Даже если ты получил или получила подарок мог бы быть и другим. Или, допустим, лицо при этом могло бы быть и более счастливым. Иногда, если мы говорим про домашнее насилие или про токсичного начальника, может доходить до тирании. Такие люди постоянно чем-то недовольны, они постоянно в критике, постоянно хмурые. Цель – лишить тебя твоей уверенности в себе.
понизит твою самооценку, потому что в таком случае тобой проще управлять. Ты в таком состоянии более слабый. Пятое. Зависть. Плохо, когда у других хорошо. У таких людей даже портится настроение, если у кого-то происходит что-то позитивное, хорошее. Цель такого поведения – это формирование в тебе чувства стыда, что нельзя, чтобы у меня было что-то хорошо. Нельзя, чтобы у меня были какие-то успехи. Иначе хороший человек расстроится. Шестое. Сплетни. Такие люди постоянно перемывают другим людям косточки, постоянно разговаривают с вами о других людях и с другими людьми, например, о вас. В основном в негативном ключе, используя все вышеперечисленные стратегии и приемы. И цель такого поведения – сделать ваши отношения хуже, слабее, внести раздор. Это из принципа «разделяй и властвуй». Чем меньше у вас теплых доверительных отношений, тем вы слабее. Седьмое. Вранье и дезинформация. Такие люди либо искажают информацию, либо откровенно лгут. Иногда даже могут просто по-другому расставлять акценты или вносить свои интерпретации. Делается это для того, чтобы также разрушать чужие взаимоотношения. Тот же самый принцип «разделяй и властвуй». Данные действия вносят зерно раздора в отношения других людей. При этом такие люди выглядят хорошенькими, выглядят благодетелями. Восьмое. Излишняя драматизация. Такие люди абсолютно, максимально утрируют все эмоции. Если что-то плохо, все очень плохо. Если что-то удивительно, что это невероятно удивительно. Это очень несправедливо. Такого никогда не было. И вот опять. Цель – раскачать вас по эмоциям. По любым эмоциям. Главное – дестабилизировать. Вытащить из своих мыслей. Завладеть всем вашим вниманием и обратить ваше внимание на то, что нужно им. И по факту манипулировать вами с помощью эмоций. Девятый. Постоянная, тотальная правота. Такие люди либо всегда правы, либо смотри пункт 1. Либо я права, либо я прав, либо ой все, либо вот ты опять чертов абьюзер или чертова абьюзерша себе там что-то напридумывала, вот мне мама говорила, лучший год на тебя потратил, как же ты уже нервы мне истрепала, нельзя же быть такой. Иногда важнее сказать «да», согласиться, чем доказывать свою правоту. Даже если таких людей приперли к стенке, в крайнем случае они стиснут зубы и ждите следующей жестокой мести. Делается это для того, чтобы вызвать у вас такое чувство бессилия, такой стокгольмский синдром, что хорошо, даже если я понимаю, что он или она не права, но если я сейчас буду с ней спорить, опять начнется вот эти страдания, лучше я ей скажу «да» и сохраню свои нервы. И 10-й признак, юбилейный, это перекладывание ответственности. Всегда во всем виноват кто-то другой. Это не я разбил машину или разбила машину, это стол по какой-то причине здесь стоит. Зачем он здесь стоит? Это не я разбил машину, это почему-то трамвай не увидел, что я еду и проехал по рельсам. Это не у меня ошибки в расчетах, это меня постоянно кто-то отвлекал. Постоянно этот отдел продаж что-то там говорит, кому-то что-то продает, мешает, отвлекает. Неважно, что из-за этого, например, полетел у нас бизнес-план, это все из-за них. Это не у меня просто так плохое радиоактивное настроение, это ты должен был догадаться, прочитать мои мысли и купить мне, например, клубники. Цель, естественно, избежать ответственности и сделать виноватым кого-то другого. Как общаться с такими людьми? Существует несколько общих правил. Во-первых, никогда не говорить таким людям, что они не правы. Иначе вы подставитесь, вы останетесь играть в эту игру только в другой роли. Теперь ложь и дезинформация будут использованы против вас.
Соответственно, вы будете чаще обсуждаться среди других людей в качестве сплетен. Соответственно, вы будете причиной того, что он обижен, все плохо, у него плохое настроение, и его вообще оболгали и оскорбили в лучших чувствах. Второй момент – это минимизация любых контактов. Вы всегда доброжелательны, вы спокойны и вы заняты. То есть выделяете себе ограниченное количество времени. Если он начал с вами разговор, вы примерно засекаете, сколько я готов на это потратить. Минуту, 2, 5, и потом сказать, там, извини, родной, дорогая, очень, очень интересный рассказ, ну, я занят, к сожалению. Жизнь моя без таких драматургичных поворотов, как у тебя, у меня, к сожалению, все скучно, мне надо мою работу делать, прости, до новых встреч. И следующее правило – не рассказывать информацию о себе. Вся информация, сказанная такому человеку, будет использована против вас. Поэтому жизнь ваша скучна, пресна, и у вас никаких новостей нет. Вы готовы выслушать в рамках того временного отрезка, который вы выделили на общение. И последнее правило – никогда не обсуждайте третьих лиц. Потому что данная информация, которую вы говорите про третьих лиц, будет также использована против вас, когда он будет общаться с этими третьими лицами о вас. Вы тем самым будете подставляться под то, что вы будете играть роль в этой драматургии. Соответственно, как можно отвечать, когда такой токсичный человек завязывает с вами разговор? Например, если вы хотите прекратить общение, можно нейтрально, спокойно, занято сказать: «Мне это неинтересно, прости, мне это неинтересно», или «Прости, я сейчас вот не могу, я сейчас занят». Или там: «Дорогой, зачем ты мне это рассказываешь? С какой целью ты мне все это говоришь?» И так далее. Если вы не будете вестись на данную провокацию и вас не удастся развести на то, что вы будете что-то рассказывать про себя, про третьих лиц, и не будете как-то эмоционировать, то в скором времени данный человек, скорее всего, потеряет к вам интерес. И вы освободитесь, вы вылетите из этой игры, что вам и надо. Теперь соберем все эти 10 признаков, 10 критериев, 10 инструментов в единую модель, для того, чтобы вы, допустим, применяя эту модель, сами смогли стать максимально токсичным, если по каким-то причинам вам это нужно. Назовем эту модель условно «токсичный крест». Сейчас поймете почему. Можно, в принципе, всегда использовать весь инструментарий боевого НЛП, но если мы говорим только про токсичность, можно следовать именно этим критериям. Первый. Как и в любой технике НЛП или даже боевого НЛП, мы начинаем всегда с подстройки, вербовки, рапорта, включения. То есть мы с доброй, благожелательной улыбкой, всегда со вниманием спрашиваем: «Мой дорогой, как у тебя дела? Что у тебя новенького?» И начинаем вытаскивать из человека ценности, чтобы человек и включился, и втянулся в разговор, и дал нам информацию, рассказал нам про ценности, которые мы сейчас будем отравлять. Люди любят говорить про то, что им ценно, поэтому если они напротив себя видят человека, который искренне, доброжелательно заинтересован в том, чтобы поговорить про то, что им важно, они, скорее всего, втянутся в эту провокацию, если еще они будут знать, что вы делаете, что им сейчас предстоит, какие у вас действительно цели. Пункт второй. Ваша задача вытащить человека из состояния здесь и сейчас, и мы начинаем с того, что мы двигаем человека в будущее. Мы переводим человека в галлюцинации о будущем и закрепляем его там с помощью тревоги. А вдруг это случится? А вдруг, например, ты не выключил свет, газ, утюг, воду, и у тебя дома случится пожар? А вдруг завтра тебя вызовут на планерку, а ты недостаточно хорошо подготовлен, и тебя завалят и высмеют?
А вдруг тебя твои коллеги на самом деле предадут и не поддержат, когда тебе нужна будет их помощь и поддержка. А вдруг мы начинаем человека провоцировать и сеять зерна сомнения и отравлять тревогой, когда он будет находиться в своих галлюцинациях в будущем. Закрепили. Теперь переводим человека в прошлое и крепим его там, отравляем его виной, печалью и стыдом. Начинаем с вины. А помнишь, как в прошлом было прекрасно? Такого, к сожалению, уже не вернуть. Так хорошо, как в прошлом, больше не будет никогда. Помнишь эти замечательные действия? Помнишь, как было замечательно там-то? Помнишь мороженое по 40 копеек или по 10 копеек? Такого же больше никогда уже не будет. Мы говорим про вещи, ценные для него, хорошие, позитивные ценности, и говорим о том, что это больше не случится никогда. То есть печаль – это потеря чего-то ценного в прошлом. Стыд. Помнишь, ты сделал вот так-то, это был полный провал. Ты столько испортил. В этот момент ты разрушил жизни свою и нескольких других людей. Все из-за тебя. Если бы ты там тогда это не сделал именно так, то сейчас было бы все по-другому и все хорошо. Это все из-за тебя, ты виноват, ты сделал плохо. Отравляем человека в прошлом стыдом, виной и крепим его там. Мы фактически разодрали его психику на две части. Одну закрепили в будущем, другую в прошлом. Теперь переводим человека вниз. Что на самом деле жизнь его полна ограничений. Что на самом деле, дорогой, ты не живешь. На самом деле тебе ничего нельзя. Если ты на самом деле посмотришь на свою жизнь, она состоит только из компромиссов и запретов. Это ты хочешь, это нельзя. Это ты хочешь, это нельзя. Это ты хочешь сделать, у тебя этого не получится, потому что у тебя есть ограничения. То есть мы человека погружаем в состояние выученной беспомощности, что на самом деле от него ничего не зависит и не в его силах что-то изменить. Да что ты можешь, что в твоих силах? Тебе-то с твоим умом, твоими навыками, и да ты даже не задумываешься о будущем, ты даже не знаешь, как ты живешь, ты даже не видишь свою жизнь. Что ли тебе? Да тебя все обманывают, ты просто хаваешь то, чем тебя кормят, и все. Закрепили. Закрепили внизу в бессилии. И последнее, переводим человека вверх, что над тобой есть высшие силы, с которыми ты никогда не справишься. Это по факту инфицирование стокгольмским синдромом. Что над тобой силы, которые смогут сделать с тобой все, что угодно, и ты даже не пикнешь. Если вдруг кому-то придет в голову к тебе прийти и что-то у тебя забрать, они придут, и ты ничего не сможешь сделать. Ты просто не имеешь сил, у тебя просто нет связи. Да просто если он тебе скажет, да ты подожмешь хвост и ничего не сделаешь. А если пикнешь, то тебе вообще размажут просто по асфальту тонким слоем. У тебя нет сил, над тобой есть высшие силы. Что начальник скажет, то так ты и сделаешь. Что власть сделает, так ты и подчинишься. Что произойдет, просто ты жертва обстоятельств. Всегда над тобой есть высшие силы, и ты ничего с этим сделать не сможешь. И говорим до тех пор, пока человек не проваливается, не инфицируется. Вот и получается токсичный крест. В будущем тебя ждет только плохое, а в прошлом ты накосячил, и все из-за тебя. На самом деле у тебя нет сил, ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит. Над тобой есть высшие силы, которые будут тобой управлять, и что они захотят, то ты и сделаешь. Получаем токсичный крест. Пользуйтесь на здоровье. Для того, чтобы вывести себя из этого токсичного состояния, возможно, вам сейчас уже немножко поплохело, пересмотрите мое видео про стоицизм. Оно появится где-то здесь. Если вы пройдетесь по основным принципам стоицизма, вы очистите свои мозги от токсичных мыслей, от токсичной инфекции. По факту ваша задача вернуться в состояние здесь и сейчас, что вы именно там, где вы находитесь, квартира, не знаю, перед вами там ваш телефон или ваш ноутбук,
Вас зовут так-то, у вас есть такие-то силы, в ваших силах сделать все, что вы хотите, вы хозяин своей жизни, у вас есть ваши цели, ваши планы. Все, что было в прошлом и в будущем, этого не существует, потому что как прошлое, так и будущее – это просто иллюзии. Наши мозги не способны хранить информацию о прошлом и не способны каким-то образом оперировать с будущим. Это все галлюцинации, это все происходит в данном моменте. Мысли о прошлом и мысли о будущем – это то, что происходит с вами прямо сейчас. Дальше вы сенсорно подтверждаете то, что вы можете. У вас есть сила, у вас есть интеллект, у вас есть знания, у вас есть таланты, у вас есть там высшее образование, среднее образование, курсы. У вас есть желание, у вас есть друзья, у вас есть деньги, у вас есть время, у вас есть куча разных ресурсов, связи, информации, навыков, других людей, времени, недвижимость и так далее. Огромное количество всяких возможностей. На самом деле возможности практически не ограничены. Они ограничены только нашей черепной коробкой. Вот. И на самом деле мы ни от кого по факту не зависим. Мы зависим только от наших мыслей, то есть от самого себя. Ощущаем, как нам хорошо, вспоминаем еще раз про наши цели, на сладкое вдохновляемся чем-то, проходимся по тем вещам, которые нас вдохновляют, и можем пойти как-нибудь позаботиться о себе. Например, скушать сладенького, выгулять себя где-нибудь в приятном, хорошем месте, познакомиться с каким-нибудь человеком, сделать то, от чего нам хорошо. И все. И вы освободитесь от этой напасти, от этого морока. На этом все. С вами был Антон Махновский. До новых встреч.